Сейчас мы покормим наших рыбок. Они уже и за пальцы кусаются. Вот. Но кому-то достанется краедик. У них у всех есть имена. Вот самый большой, вот там, вот это Василий Иванович. Вот этот лысый, у него была повреждена голова. Это наглый. А нет, вот там наглый, это мелкий. Вот они у нас ручные, едят с рук. Мы сюда приходим, их подкармливаем. Сейчас мы Василия Ивановича покормим. Нет, не успел. Ну, хватай. Ну, они любят и за пальцы кусаться. Их можно погладить. Иногда они даже любят к руке подплывать, чтобы их погладили. Иногда можно вытащить вот так на воздух. Вот они решили покусаться. Любят поиграть. У нас как домашние животные. Идем купаться, и они нас сопровождают. Ждут, когда... Иногда в воду прямо не пускают, стоят и ждут, пока мы дадим чего-нибудь покушать. А сейчас очень много слепней, их приходится иногда на себе прихлопывать. Ну, кто из вас самый смелый? Иногда проплывают косяки рыб, которые не здесь живут, а на другой части озера. Они, конечно, не участвуют в этой кормежке, в этой церемонии. Вот. А этим ребятам в этой жизни свезло, что есть люди, которые их кормят, что у них есть интерес, когда их кормят. Но понятно, что кто-то может их поймать и на крючок, и на этом их жизнь, в общем-то, и закончится. Иногда мы развлекаемся с резиночкой. Иногда им удается вырвать резинку из рук и утащить на глубину, потом приходится нырять. Иногда утаскивают к лилиям. Вот там у нас растут лилии. Мы их тоже пересадили с другого конца озера, потому что люди на лодках, когда плавают мимо, они их все время обрывают. А здесь у нас тоже они в такой безопасности. Так что вот живем, наслаждаемся рыбками, наслаждаемся красотой природы. Всем наслаждаемся в этой жизни. Марго, ну вот ты все время говоришь жизнь, жизнь, а что такое в твоем представлении жизнь? Что это такое вообще? Как бы ты объяснил? Ну, жизнь у всех, в общем-то, конечно, разное представление о жизни. Можно это сказать такими казенными словами, что это временной отрезок от рождения до смерти. В этой жизни, на этой планете, в этом мире, наверное, все имеет такую троичную структуру. Все возникает, рождается, наблюдается, проживает жизнь и исчезает то, что мы называем смертью. И это обычно касается всех аспектов. И человеческого тела. Вот ребенок рождается, живет и умирает. День рождается, день начинается утро, происходит день, проходит и заканчивается день. И вы можете сами посмотреть, что чего бы вы ни коснулись, все имеет такую троичность. Даже Вселенная здесь возникла, проявляется и исчезает. Мысль появилась, возникла мысль, подумали мысль, исчезла. Дыхание, вдох начинается, происходит, заканчивается. Начинается выдох, происходит выдох, заканчивается. Можно паузы тоже так немножко отстроить. Начинается пауза между вдохом и выдохом. Пауза происходит, заканчивается. И вот серединная часть между началом и окончанием мы называем, в общем-то, процессом жизни. Любой процесс – это жизнь. Неважно, жизнь рыбы, жизнь цветка, жизнь человека, жизнь дерева или этого мира. Поэтому жизнью можно назвать протекание энергии в настоящем моменте. И очень важно, чтобы вы это чувствовали, наслаждались этим. Поскольку вот если сейчас
светит солнышко, там дует ветерок, и вы этим не наслаждаетесь, а вспоминаете, как было когда-то вам хорошо или плохо, вот, по сути, вы для настоящего момента исчезаете. Если я буду мечтать, как когда-то что-то произойдет, то же самое. Я вот из этого состояния просто исчезну. То есть на этом жизнь моя закончится. Вот я часто цитирую песню, слова из песни «Есть только миг между прошлым и будущим», именно он называется «Жизнь». И получается, что мы живы-то очень малое количество нашей жизни, малое количество времени. Потому что мы постоянно наши мысли или в прошлом, или в будущем. И только вот в настоящем моменте можно почувствовать поток вот этой жизни. Поэтому вопрос, что такое жизнь, на него, наверное, сложно ответить как-то однозначно. Есть вкус жизни, да, есть какие-то стадии жизни. Есть стадия становления, когда мы чему-то учимся. Есть стадия, когда мы становимся в этом профессионалами. Есть стадия, когда мы теряем к этому интерес. Поэтому тут все процесс. Жизнь — это процесс, жизнь — это движение. И желательно, конечно, чтобы этот процесс был радостный, наполненный какими-то красивыми энергиями. Но опять старайтесь особых оценок не делать, потому что очень часто то, что в жизни считается чем-то ужасным, на самом деле, если посмотреть под другим углом, это может быть очень красивым и интересным явлением. Как можно купаться, сейчас вода довольно-таки теплая, наслаждаться этой водой. И многие люди это и делают. Но для кого-то ледяная вода, прорубь, для них это что-то ужасное. На самом деле, когда погружаешься в прорубь, состояния очень красивые и интересные открываются. Поскольку ты видишь, как тело реагирует, как градусник показывает температуру воды, ум пытается это отформатировать и сделать какие-то суждения, как и вынести какие-то оценки. И когда ты все это наблюдаешь еще с одной точки такой перспективы, то сразу как-то наступает успокоение, поэтому ты можешь и в ледяной воде находиться так же, как и в теплой. И жизненные аспекты, то, что люди часто называют страданиями, если вы видите, что эти страдания вас как бы формируют, закаливают, то к любым страданиям также можно относиться с благодарностью, что бы ни происходило. Мы пришли на эту планету за каким-то опытом, и опыт не всегда связан с какими-то вещами, которые нам нравятся. Кому-то даже в школу не хочется идти, там, на работу не хочется идти. То есть это тоже, в общем-то, аспект страдания, но без этого аспекта у вас там не будет ни опыта знаний, ни каких-то финансовых поступлений. Поэтому старайтесь, чтобы ваша жизнь была разнообразной, радостной, красивой, наполненной самыми позитивными состояниями. Я думаю, что просто нет смысла ходить унылыми какашками в этой жизни, о чем-то страдать, переживать. То, что случилось, уже случилось, вы это никак не измените. То, что произойдет, вы еще не знаете, как оно будет. Поэтому там тоже особо думать об этом нечего. А вот то, что происходит сейчас, вот этим можно только наслаждаться, впитывать как губка. Есть, пить вот это пространство, этот миг. Вон, смотри, там ужик поплыл. У нас уже живет еще и уж ручной. И он каждое утро где-то с 11 до 12, как будто у него есть часы, переплывает на тот конец озера. И потом возвращается. Где-то, наверное, около метра такой товарищ солидный. Плавает очень красиво, грациозно. Ну, я немножко поплаваю. Наслаждайтесь летом, наслаждайтесь жизнью, собой, радуйтесь.